Перед поездкой в Китай я была уверена, что в ближайшие 2 недели мой желудок и кишечник будут проходить какое-то экстремальное испытание. Поэтому аптечку я собирала с таким энтузиазмом, будто собиралась не в отпуск, а открывать филиал аптеки где-нибудь в Шанхае. Но уже на второй день путешествия я поняла, что слишком перетревожилась. Мы специально построили маршрут так, чтобы проехать Китай практически насквозь. И довольно быстро стала понятна одна вещь. Мы слишком стереотипно мыслим о китайской кухне. И вообще, как оказалось, единой китайской кухни не существует. Есть десятки совершенно разных региональных кухонь. И вот что я совсем не ожидала, некоторые привычки китайцев настолько мне понравились, что после возвращения домой они совершенно незаметно стали частью уже моей собственной жизни. Всем привет! Меня зовут Кристина, я врач, нутрициолог, и сегодня мы в необычной такой неформальной обстановке. Мы находимся в Шанхае. Я хочу поделиться с вами вообще, как выживать, каким принципам следовать, в общем говоря, когда вы путешествуете вообще в совершенно другом мире, в совершенно других странах, например, в Азии. Вот. И сейчас у меня джетлаг. Лыка не вяжет, если честно, но я подглядела лайфхаки, как с точки зрения образа жизни вы можете себя поддержать морально во время такого неприятного периода. Во-первых, самое главное — это пить водичку, потому что обезвоживание будет усиливать ваше такое не очень стабильное состояние. Во-вторых, из питания, как обычно, стараться выбирать что-то с белком. Лучше, чтобы белок был легче. Я вот тут немножечко промахнулась. Здесь у меня куча вяленого мяса. Но ничего. Белок, сложные углеводы и в идеале зеленушку нужно еще взять. Обычно после путешествий рассказывают про красивые места. Это, конечно, очень здорово, я их тоже покажу. Но я не travel-блогер, и я обычный человек, который любит поесть. И плюс я врач и нутрициолог, поэтому моей зоной интереса была местная еда. Что едят китайцы, почему они едят именно это, и какие их привычки действительно стоит позаимствовать. Первой остановкой нашего путешествия стал Шанхай. Именно здесь я поняла, насколько мои представления о китайской кухне были далеки от реальности. Если честно, я была уверена, что с первого же дня нас начнут кормить чем-то острым. Но вместо этого на столе появились блюда с неожиданно мягким, слегка сладковатым вкусом. Причем это была не сладость в привычном понимании, скорее легкий, едва заметный оттенок, который постепенно начинаешь узнавать во многих блюдах. Это куриный бульон из детства. Обалдеть. И в какой-то момент ловишь себя на мысли: так, а где же вся эта острая китайская кухня, к которой я готовилась? Оказалось, все дело в самом Шанхае. Это крупнейший портовый город Китая, куда на протяжении веков стекались продукты и кулинарные традиции из самых разных регионов. Именно поэтому местная кухня получилась очень самобытной. Здесь много морепродуктов, рисового вина, соевого соуса и блюд, приготовленных на пару. На пару здесь готовят буквально все. И я, как нутрициолог, конечно, была на 7-м небе от счастья. Потому что приготовление на пару – один из самых щадящих способов термической обработки. Обычно при таком способе приготовления требуется меньше масла, лучше сохраняется текстура продукта, а часть витаминов действительно разрушается меньше, чем при жарке или длительном запекании. Но появился этот способ вовсе не потому, что кто-то думал о здоровом питании. Причина была намного прозаичнее. Нужно было экономить топливо. Поэтому китайцы придумали ставить несколько бамбуковых корзинок одну на другую и готовить сразу несколько блюд одновременно. Удобно, да? И самое интересное, что эта технология практически не изменилась за сотни лет. Сегодня в небольших ресторанах можно увидеть те же самые бамбуковые пароварки, которыми пользовались еще много поколений назад. Так, но мне кажется, я опять промахнулась немножко. Опять у меня будет мало белка. Что-то тут мясо вообще, чуть-чуть совсем. Интересно, из чего это лапша? Наверное, либо рисовая, либо пшеничная. Мне кажется, пшеница. Ну, вся надежда на нее, что она даст мне сытость. Ой, а там вот за соседним столиком тоже что-то прям красивое, вкусное. Вот. Подглядим за соседний столик. Там много мяса, как будто бы. Именно здесь я впервые попробовала знаменитые сяо лунбао. Это небольшие паровые пельмени с горячим бульоном внутри. Есть их нужно очень аккуратно, иначе первое знакомство заканчивается обожженным языком. Спойлер, это очень сложно, особенно после 27-часового перелета.
Пару часов на поезде, и мы находимся в Ханчжоу. Кстати, Шанхай и Ханчжоу находятся в одной провинции Чжэцзян, поэтому я вообще не ожидала, что кухня может как-то поменяться. И именно здесь я окончательно перестала воспринимать Китай как одну большую страну с одной кухней. Но ощущение такое, будто ты оказался уже в совершенно другом гастрономическом регионе. Именно ради этого мы и строили такой маршрут. Мне хотелось не просто посмотреть Китай, а понять, насколько сильно может меняться кухня внутри одной страны. И, в принципе-то, идея была очень удачной. Если в Шанхае мне постоянно чувствовался этот легкий сладковатый вкус, то в Ханчжоу все строится совсем на другой философии. Китайцы называют ее сянь. Если перевести очень грубо, это идея максимально сохранить естественный вкус продукта. То есть хороший продукт не нужно прятать за специями, соусами и огромным количеством приправ. Наоборот, его задача остаться самим собой. И, если честно, мне очень близок такой подход, потому что избыточное количество соусов и специй только нарушает нормальное восприятие вкусов. Ну что, сегодня мы уже в другом городе, мы находимся в Хуанчжоу. То, что я вычитала, кухня Хуанчжоу отличается от шанхайской, она не такая жирная, поменьше соусов добавляют в блюда, всяких сладких, соевых и так далее, и больше акцент именно на морепродукты. Но сейчас проверим. Сейчас вот мы подходим к ресторанчику, сейчас, секундочку, я вам покажу. Собственно, вот такая вот красота. Чувствую, посидим со вкусом. Наверное, именно поэтому меня совершенно не смутило заказать жареную жабу. Уж очень хотелось узнать, какая она на вкус, и познать ту самую философию. Не надо удивляться моему выбору. После нескольких лет жизни в Сербии, где красное мясо встречается буквально везде, то в этой поездке мне хотелось сделать акцент на более легких источниках белка. Поэтому почти каждый день я выбирала морепродукты, ну и прочую странную живность. Кстати, вы бы съели жабу? Пишите в комментариях. Я пожевал вот эту штуку, вот эти вот какие-то кожуру от чего-то. Это похоже на кожуру от перца черного. Щипит язык. Это такое ощущение не остроты, а чего-то еще. Как будто какая-то щелочь на языке. Я не знаю, как описать. Довольно некомфортно. И я вот не могу понять, неужели вот это в жабе есть настолько крупные мышцы? Ну, давайте с маленького кусочка начнем. И еще меня удивляет, что тут вообще нет гарнира. То есть неужели мне принесли прям целую кастрюлю мяса жабы? А это не жаба. Вот она жаба, видимо. Вот это жаба, да. А это какие-то овощи рядышком. На самом деле, по вкусу, да, не очень похоже. Курица, она такая гораздо более мокрая, знаешь. В плане волокон больше похожа на морских гадов. У тебя нету отдельных волокон во рту. Но по вкусу действительно ближе, наверное, чуть к курице. Но текстура именно вот молочных, морских гадов. Говорят, чтобы перестать бояться врага, надо его съесть. Поэтому я ем жабу. Непонятное что-то, как будто рыба какая-то больше. Курица все-таки. Так, ну вот это вроде как прям фишка хуанчжоуской кухни. Любые вообще абсолютно блюда из креветок. Казалось бы, ну что такого, креветки я ела и раньше, но эти были совсем другими, очень нежными, при этом упругими и даже немного хрустящими. И вот тогда я наконец поняла, почему в Ханчжоу так много говорят о свежести продукта. Местные жители секут фишку, ведь когда продукт действительно свежий, его вкус не хочется ничем перебивать. Так что сейчас будем пробовать. У нас на самом деле уже тут много чего. Вот этот вот хлеб, который мы ели вчера в мини-версии. Салат, наконец-то, клетчатка. Спустя 3 суток я добралась до клетчатки. И вот у Артемия тут жаба. Тут он был теплый, поэтому мороженое потихоньку таяло, пропитывало хлеб. И то есть вот этот хлеб внутри, он супер мягкий, молочный такой. И можно потом закусить корочкой, которая хрустящая. И, короче, вообще гениальное блюдо. Хлеб и как посуда, и он сам еда. И внутри другого вида хлеб тоже еда. Еще одна причина, по которой многие приезжают в Ханчжоу – знаменитое озеро Сиху. Именно вокруг него находятся плантации одного из самых известных китайских зеленых чаев – луцзин, или колодец дракона. Для меня, конечно, стало открытием, что этот чай здесь используют не только как напиток, его также добавляют и в блюда, например, к тем же креветкам. По сути, вот то, где мы сейчас гуляли, это даже как было не само озеро, это такие, запруды. То есть это вот такие уже прибрежная часть. И вот сейчас мы поднимемся на мостик, с которого по правую руку от нас
должен открыться вид уже на основное озеро. Вот она, озеро. Поплывает. А вот, это такой один длинный, короче, по-моему, искусственно сделанный перешейк. То есть вот это вот как бы мост через озеро, который сделан из земли, такая дамба насыпная. Видно, что по ту сторону продолжение озера, там еще больше его часть. То есть вот это и то, это как бы, это маленькая часть с основной шириной, но глубина отделена вот этой искусственной насыпью. Грибы. Давай, я тебя подтолкну чуть-чуть. Как нутрициолог, я, конечно же, сразу вспомнила, что зеленый чай богат полифенолами, это растительные соединения с антиоксидантной активностью. Но, если честно, меня больше впечатлила вот эта философия вкуса. Не усложнять блюдо, не пытаться замаскировать вкус продукта, а наоборот, найти простой натуральный ингредиент, который этот вкус только подчеркнет. Но если говорить не про отдельные блюда, а про привычку, которую я действительно привезла из Китая домой, то это теплая вода перед едой. Если честно, первые несколько дней я вообще не понимала, что происходит. Куда бы мы ни приходили, в ресторан, кафе или даже просто на вокзал, везде были автоматы с питьевой водой. Причем бесплатно можно было налить не только холодную, но и горячую. И вот здесь я окончательно запуталась. На улице больше 30 градусов жары на минуточку, а люди спокойно наливают себе кипяток. Какой-то пищевой мазохизм, подумала я. А потом заметила одну интересную закономерность. Практически в каждом ресторане еще до того, как принесут еду, на стол ставят либо чайник с горячим чаем, либо просто кипяток. Конечно, первые дни мы не понимали, что вообще с этим нужно делать, но потом стало ясно, что почти все китайцы начинают прием пищи именно с нескольких глотков теплой жидкости. Нет, теплая вода не обладает какими-то волшебными свойствами и не лечит желудок, как иногда можно прочитать в интернете. Но несколько глотков теплой воды или несладкого чая действительно помогают мягко запустить пищеварение. Начинается выработка пищеварительных соков, желудочно-кишечный тракт постепенно готовится к приему пищи, а сама еда становится не таким резким переходом после долгого перерыва. После Ханчжоу мы отправились в провинцию Хунань. Именно здесь я впервые почувствовала, насколько сильно может измениться Китай буквально за несколько часов пути. Исчезли небоскребы, вместо них появились горы, небольшие города и совершенно другой ритм жизни. Первой остановкой стала живописная деревня Ваньсянь. Здесь совсем другая атмосфера. Старые деревянные дома, узкие улочки, горы вокруг. После шумных китайских мегаполисов кажется, будто время здесь начинает течь намного медленнее. Перед прогулкой мы зашли в небольшое местное кафе, и именно там я впервые попробовала рапанов. Хотели по-быстренькому заскочить поесть перед долиной, чтобы не тратить время, но в общем мы как всегда. Вчера я ел лягушку, сегодня Кристина ест рапанов. Это улитки, речные улитки. Вообще, рапаны довольно интересный продукт. Это хороший источник полноценного белка, витамина В12 и железа. При этом они достаточно низкокалорийные, поэтому для меня это был отличный вариант обеда перед долгой прогулкой. Главное, до употребления всего блюда загуглить, как это есть. Способ номер 1 – высасывать. Способ номер 2 – можно использовать зубочистки, палочки. Ну да. Куриный желудок по вкусу. Такой ядерный. После ночевки в окрестностях деревни Ваньсянь мы отправились в национальный парк Джэньчжядзе. Кстати, именно эти горы вдохновили создателей фильма «Аватар». И, если честно, здесь вообще не хочется ничего рассказывать, просто полюбуйтесь на эту красоту.
Конечно, планку этого дня не хотелось опускать, и мы запланировали грандиозный ужин с изюминками хунаньской кухни. Почему изюминки? Рассказываю. Если в Шанхае кухня была мягкой и слегка сладковатой, а в Ханчжоу главное сохранить естественный вкус продукта, то у кухни Хунани совсем другой вайб. Здесь любят яркие вкусы, даже очень. Много перца чили, ферментации и копченостей. Кстати, многие путают кухню Хунани с кухней Сычуани, но это две совершенно разные традиции. В Сычуани знаменитую остроту создает сычуанский перец, который вызывает характерное покалывание и онемение языка. А кухня Хунани строится именно вокруг свежего и маринованного перца чили. Поэтому местная еда ощущается не онемевшей, а экстремально острой. Вот тут-то я и вспомнила, зачем я брала с собой аптечку. Первым блюдом нам принесли речную рыбу. Конечно же, щедро приправленную перцем чили. Но, несмотря на устрашающий вид, острота здесь не перебивала вкус самой рыбы, а скорее подчеркивала ее. Неожиданно, да? Если убрать огромное количество перца, сама по себе рыба отличный источник полноценного белка и полезных жиров. А вот за остроту отвечает капсаицин, вещество, которое содержится в перце чили. Именно он дает незабываемое впечатление при походе в туалет после таких экстремальных блюд. Та-дам! Следующим был куриный суп, и вот это не суп, а телепорт в детство. Бульон был настолько насыщенным, что сразу чувствовалось, его варили долго и точно не из бульонного кубика. Плотный куриный бульон очень напоминал мне бабушкин суп, сваренный из домашней курицы. Это куриный бульон из детства. Вообще, такой плотный, мягкий. Такая наваристость. Вот только из домашних куриц такое получается. Обалдеть. Вообще, именно длительное приготовление делает такой бульон настолько насыщенным. Во время варки в него переходит желатин и другие вещества, которые и создают ту самую слегка обволакивающую структуру. Плюс куриные лапки, обязательные компоненты таких блюд, содержат много коллагена. Конечно, это не значит, что одна тарелка такого супа вылечит суставы или разгладит ваши морщины. После пищеварения коллаген все равно распадается на более мелкие компоненты. Но мне очень нравится сам подход. В традиционной кухне здесь используют практически все части продукта, ничего не выбрасывая. Да, такой вот zero waste. Но больше всего меня порадовали именно ферментированные овощи. Практически в меню каждого ресторана я видела разные варианты ферментированных закусок, овощей или соусов. И этому есть вполне логичное объяснение. Хунань – регион с жарким и очень влажным климатом. До появления холодильников сохранить урожай было, мягко говоря, непросто. Поэтому ферментация постепенно стала одним из самых удобных способов хранения продуктов. Со временем она настолько прочно вошла в местную культуру, что сегодня уже стала одной из визитных карточек местной кухни. Как врач и нутрициолог я очень даже люблю такие примеры. Они показывают, что многие пищевые традиции появились не случайно, а как способ адаптироваться к условиям жизни. Во время ферментации меняется вкус продуктов, а некоторые витамины и другие соединения становятся более доступными. Если продукт после ферментации не подвергался термической обработке, в нем также могут сохраняться живые микроорганизмы. Получается такой естественный пробиотик. Еще одна вещь, которая мне очень понравилась в Китае, это уличная еда. Когда впереди целый день прогулок, иногда совсем не хочется тратить 1,5 часа на ресторан. И тогда очень выручали небольшие уличные лавки с шашлычками. Но если сейчас вы представили привычный шашлык, лучше сразу забудьте эту картинку. На шпажках здесь может оказаться практически все. Осьминоги, кузнечики или даже куриные лапы. Мой выбор, конечно же, пал на кузнечиков. Если честно, меня вообще не смутило это блюдо. После нескольких лет жизни в Сербии, где даже выпечку готовят на свином жире, кузнечики казались легким белковым перекусом. Ничего, как вкусно. Да, мясо. Если на секунду забыть о том, что для нас это очень непривычная еда, кузнечики могут быть хорошим источником белка с достаточно богатым спектром аминокислот. Кроме того, они содержат железо, витамин В12 и цинк. Конечно же, я не призываю срочно заменять ими курицу и рыбу, но я знаю, что в европейских странах уже начали активно добавлять белок насекомых в продукты, и я вот считаю, что это достаточно здоровая инициатива. А вы?
Пишите в комментариях. А пока я пела оду о кузнечиках и других фантастических тварях, наше путешествие по провинции Хунань продолжилось в древнем городе Фэнхуан. Сюда мы приехали уже не столько ради кухни, сколько ради самого города. После нескольких дней постоянных переездов хотелось просто погулять, посмотреть на реку и просто наслаждаться атмосферой древнего речного города. Но именно здесь меня ждал еще очень запоминающийся квест. К слову, в этот день у меня был день рождения. И, казалось бы, что может быть проще, чем купить праздничный торт? И мы были уверены, что быстро найдем кондитерскую. Но в итоге пришлось спрашивать местных жителей, где вообще можно купить торт. И только после больших поисков нам все-таки удалось найти маленькую пекарню с очень аутентичными тортами. С Hello Kitty. Hello Kitty, ну выбирайте, вот ты именинница. Я выбираю с Hello Kitty. Это ваш окончательный выбор? Да, он самый маленький. Ну, Кристина, выбирай, сколько тебе исполняется. 13 или 31? Мы Или можем 13. и так, и так. Только 31 лучше не загораживать. Да-да-да. Да, чтобы был видно-то. Ага. Во, супер. Ну что, с днем рождения! Есть торт! На следующее утро мы снова собрали чемоданы. Впереди нас ждал уже совсем другой Китай. Карстовые горы и околотибетский Китай, где кухня снова менялась на 180 градусов. Но об этом уже во второй части. Подписывайтесь, чтобы не пропустить.